Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. Поговорим в этом видео о том, как человек становится жертвой рекламы, как реклама определяет твои вкусы и почему индустрия – это покупка того или иного товара независимо от твоих потребностей. И почему время своей жизни – это расплата за покупку ненужного товара. Вообще многие люди, потребляя те или иные товары, услуги, либо того хуже, информационные услуги, не связанные с реальностью, так скажем, делают это машинально, как будто бы эти потребности встроены в них изначально как в биологический вид. Как будто бы человек не знает, что существуют целые индустрии, производящие тот или иной товар, и что та или иная индустрия сделает все, что угодно, лишь бы ее товар покупали, независимо от степени вреда, который он может нанести. И я не говорю сейчас о том, что человек должен перестать потреблять что-либо, я говорю о том, что у человека многие потребности сформировались вследствие воздействия на него информационной среды. Опять же, я хочу поговорить о психологии как о том, что в чистом виде в своей основе является продуктом информационного ширпотреба, то есть все ее так называемые тезисы никак не связаны с реальностью, но она пользуется очень большой популярностью, потому что удовлетворяет потребность большинства верить в красивую идею, которая никак не связана с реальностью, да, то есть когда мы говорим о подобном информационном продукте, мы не имеем в виду какую-либо конкретную сферу, вот вроде психологии, да, то есть мы должны говорить не о психологии, а о том, что человек покупает то, во что он склонен верить, так скажем. То есть потребность человека в так называемых психологических услугах была создана информационной культурной средой, то есть в природе не существует психологических проблем, так называемая психологическая предпосылка базируется на идее оптимизированного под социум человека, но никто не говорит что-то за такой идеал, да, к которому нужно стремиться пользующемуся психологическими услугами потребителю. И люди, сами того не замечая, стали потребительским двигателем психологических услуг, то есть психологической индустрии, так скажем. То есть индустрии психологических услуг, то есть сами потребители создали эту информационную индустрию, потому что они хотят верить в красивую теорию, но не осмысливать самостоятельно то, что с ними происходит. В большей мере возникновению этой индустрии способствовала природная склонность человека не думать, а изображать вид некой серьезной деятельности, да, вот то, что он якобы обеспокоен какой-то своей проблемой, какой-то там некой детской травмой, так называемой. Почему реклама ломает представление о том, что допустимо, а что нет? Например, как я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео о том, как в США в 30-х годах одна из табачных компаний запустила рекламу своих сигарет, ориентированную специально на женщин. И в этой рекламе демонстрировался образ курящей женщины, который подчеркивал ее независимость, да, вот этим актом курения. И казалось бы, такой примитивный прием, но на людей это действует, потому что в данном случае реклама изображает не просто некий продукт, а образ человека, к которому можно приблизиться, потребляя этот продукт. То есть самая действенная реклама продает не столько товар как таковой, она продает человеку его новую потребительскую идентичность, которая на самом деле не связана ни с чем, кроме потребления этого продукта как такового. И самое страшное, что реклама может манипулировать человеком, побуждая его потреблять очень вредные продукты, которые еще называют запрещенными веществами, но самое опасное это то, что человек склонен верить в то, что есть вот некая призрачная общественная система, заботящаяся о нем.
Хотя позаботиться о нем может только его собственный здравый смысл, а не некто всемогущий, да, оберегающий его от всяких угроз. Например, я тренирую восприятие английского языка на слух, и для этого я слушаю англоязычное видео в Ютубе. И Ютуб мне рекомендовал видео, в котором какая-то англоговорящая женщина со стеклянным взглядом рассказывала про какое-то пробуждение, и этому так называемому пробуждению посвящен весь ее канал. Как в данном случае работает реклама. В данном случае информационному потребителю демонстрируется идея некоего пробуждения, которая предполагает то, что человек изначально не пробужденный, то есть неполноценный. Ему не хватает некоего состояния, достижению которого может поспособствовать видео данной женщины. Хотя человек до просмотра данных материалов вообще мог и не думать о том, что такое пробуждение, к которому нужно якобы стремиться, и которое якобы существует в реальности. В контексте специфики цифровых технологий распространения информации любой может стать кем угодно и продавать какую угодно идею, но само большинство не меняется и поэтому всегда становится жертвой самообмана. Представитель большинства идет в интернет за готовым продуктом, употребив который, как он сам думает, он станет другим и приобретет то, что позволит ему стать другим. Как в выше приведенном мной примере с так называемым пробуждением, фокус внимания потребителя концентрируется на термине пробуждение, как цели, к которой якобы нужно стремиться, как к тому, что отличает нормального человека от ненормального, да, или полноценного от неполноценного. И великий гуру укажет заблудшему на это видео пользователю интернета правильный путь, по которому нужно идти. То есть сама пассивная позиция интернет-пользователя как бы подразумевает то, что некие материалы должны указывать ему на то, что для него должно быть более приоритетным, а что нет. Естественно, под приоритетностью со стороны вещающего является то, что человек потребит именно его информационный продукт, либо же физический продукт. Индустрия сама создает потребности. На самом деле индустрия сама создает потребности человека, как в случае с проведением рекламной кампании сигарет в 30-х годах в США, которая была ориентирована на женщин. То есть в рекламе используется такой прием разделения, когда при помощи его адресатом рекламного, так скажем, посыла или воздействия становится группа людей, например, отличающиеся половой, возрастной, либо же еще какой-нибудь принадлежностью. И на людей это оказывает сильное воздействие, потому что человек чувствует, что обозначается его принадлежность к определенной группе людей, которая делает его якобы каким-то особенным. Такой рекламный прием можно увидеть на примере с теми же самыми так называемыми психологическими услугами, оказываемыми женщинам. То есть так называемые психологи, оказывающие психологические услуги исключительно женщинам. И, конечно, такие психологи рассказывают бедным несчастным женщинам о том, что их половая принадлежность — это нечто особенное, отличное от мужской, да, хотя, конечно, физиологически они отличаются, но именно с точки зрения этих психологов это отличие демонстрируется как нечто такое метафизическое, такое художественное, да. Хотя и мужская, и женская половая принадлежность
просто обусловлены природой и не более того. И все разговоры о том, что одна из этих принадлежностей является якобы какой-то особенной, а другая нет, это просто рекламный прием, ориентированный на наивных потребителей, как вот в этом примере мной приведенном с психологическими услугами, ориентированными на женщин. И реклама продает человеку именно идентичность, то есть то, что позиционируется как образ, к которому нужно стремиться через потребление некоего продукта. И любая пропаганда и реклама, как ее частное проявление, это продажа образа идентичности, принадлежности к некоему классу людей, к которому человек уже принадлежит или к которому он должен стремиться принадлежать, потому что с позиции генератора рекламы такая принадлежность является единственно правильным или стремление к этой принадлежности является единственно правильным путем для того, кому она адресована. И человек инстинктивно склонен ссылаться на свою групповую принадлежность безотносительно к предмету такой принадлежности, вроде половой, гендерной, либо же религиозной. Ну а когда появляется некто, умеющий пользоваться такой склонностью масс, он не преминет воспользоваться этим фактором. Религиозные, политические и другие рекламные деятели, естественно, знают эту особенность масс и используют ее в маркетинговых и идеологических целях, и время своей жизни как расплата за покупку ненужного товара. Потребности человека можно разделить на жизненно важные и сформированные культурной средой. Допустим, человеку нужно потреблять воду и продукты питания, чтобы поддерживать жизнь своего организма. Если он живет в условиях цивилизации, а не в диком племени, то он будет зарабатывать деньги на наемной работе или создавать свой собственный бизнес. То есть сам факт зарабатывания денег уже означает то, что человек будет удовлетворять свои потребности на эти деньги. И весь вопрос в том, насколько те товары, которые он будет покупать за эти деньги, необходимы ему. Ведь время своей собственной жизни, которое он затрачивает на заработок денег, это реальное время, и жизнь у него одна. И если доход, получаемый от его работы, позволяет закрывать только базовые потребности, то он работает на удовлетворение этих потребностей. Если же он тратит свой доход на товары, которые ему не сильно нужны, то тогда получается, что он работает ради покупки не очень нужных товаров, затрачивая опять же время своей единственной жизни. Удовлетворение естественных потребностей. Например, для удовлетворения естественных потребностей не нужна реклама, потому что их возникновение обусловлено действием биологических программ, встроенных в каждого человека как в часть биологической среды. Например, у меня есть потребность в регулярном половом акте, но нет человека противоположного пола, с которым бы я мог эту потребность удовлетворять. И это отсутствие связано с тем, что такая потребность для меня, по крайней мере, не означает то, что я готов удовлетворить ее во что бы то мне ни стало. То есть, с одной стороны, есть такая потребность, и эта потребность подразумевает взаимодействие с другими людьми противоположного пола. С другой стороны, для меня сам человек может стать препятствием для взаимодействия с ним, потому что я интуитивно определяю половые отношения как продолжение интеллектуальной или, так скажем, духовной, близости. Хотя я понимаю, что это такая же потребность, как, допустим, потребность в еде. Но без еды человек не может прожить долго, а без полового акта может прожить всю жизнь, никогда в такую связь не вступая. Сексуализация, собственно, была, есть и будет инструментом маркетинга и пропаганды, потому что человек, в котором активируется репродуктивный инстинкт, наиболее подвержен различного рода внушениям. Поэтому женщина всегда была, есть и будет инструментом воздействия на социум в целом.
Почему человек становится жертвой рекламы и пропаганды? Человек становится жертвой рекламы и пропаганды, потому что реклама обращается к его инстинктам. В противном случае она не была бы такой действенной, его лишь можно назвать жертвой пропаганды в случае воздействия на него. Его лишь условно можно назвать жертвой в случае воздействия на него пропаганды, потому что то, что она активирует, уже встроено в человека. По сути, пропаганду и рекламу, как ее частное проявление, сам человек воспринимает в ущерб себе, но не потому, что за ней скрывается некое злое намерение, а потому, что он сам готов становиться ее жертвой, когда он воспринимает некую информацию как нечто безобидное, а генераторы пропаганды просто пользуются этой склонностью, уже существующей в человеке. И если говорить о намеренной информационной угрозе, то она никогда не покажется в виде чего-то плохого и вредного, что вызвало бы у человека реакцию отторжения. Реклама, как и в целом пропаганда, всегда подается так, чтобы приглушить в человеке голос разума. Она всегда апеллирует к групповой идентичности человека, пробуждая в нем чувство сопричастности к некой социальной группе окружающих его людей. И это повышает в глазах человека его собственную значимость, давая ему пусть и ложные, но смыслы, ради которых он воспринимает информацию, транслируемую ему пропагандой или рекламой, не критически, потому что они заставляют человека чувствовать свою вовлеченность в некое общее дело.